The night has come, it's cold and losing my control. Your light is gone, and lonely darkness fill my soul. I wish that you could save me from my isolation. It's way too complicated. Let's stop this conversation. Let's stop this conversation. We got no relation. Начну я свой путь с площади Султан Ахмед, потом пойду в собор Айя София, а оттуда на полдня завеюсь в дворец Топкапы. Обязательно ненадолго зайду в археологический музей, пообедаю в парке Гульхане и затем спущусь в цистерну базилика. Посещу музей мозаики Большого Византийского дворца и закончу свой путь в Голубой мечети до вечерней молитвы. Всего маршрут займет целый день, и я рекомендую взять с собой водичку, орехи и сухофрукты, поскольку перекусить внутри достопримечательности будет негде. Каждый, кто приезжает в Стамбул первый раз, оказывается на центральной площади Султан Ахмед, которая расположена на месте бывшего гигантского византийского ипподрома. Когда-то на месте Голубой мечети находился Большой Константинопольский дворец, а здесь проходили самые грандиозные зрелища и скачки Великой Византии. Площадь украшают несколько обелисков, сохранившихся еще с тех времен. Самый высокий из них установлен императором Константином и ранее был обшит позолоченными бронзовыми плитами с изображениями военных побед Василия Македонянина, которые уничтожили османы. Чуть дальше, сильно ниже нынешнего уровня земли, торчит змеиная колонна, доставленная из Древней Греции. За 500 лет до нашей эры она была частью античного жертвенника, и ее венчали 3 змеиные головы. Одна из них хранится рядом в археологическом музее. Ну и самое древнее сооружение здесь и, наверное, во всем Стамбуле – это обелиск императора Феодосия, привезенный из Египта, где был создан за 1500 лет до нашей эры в честь 30-летия правления фараона Тутмоса III. На монументе изображен двор и победы фараона, а на самом верху проглядывает его фигура, держащаяся за руки с богом Амон-Ра. Территория бывшего ипподрома печально известна также тем, что византийский император Юстиниан, когда народ начал роптать против его правления, в знак своего смирения устроил большой праздник и пригласил людей на скачки колесниц на ипподром, а потом приказал вырезать всех, кто пришел на игры. 30 тысяч человек погибли здесь, и это самое кровавое событие в истории Византийской империи. Ну а спустя столетия османские султаны здесь проводили пиры, принимали парады и подношения своих подданных. Изображения этих празднеств можно увидеть на турецких миниатюрах XVI и XVII веков, где также можно разглядеть эти обелиски. Вот тут видна, например, колонна с 3 змеиными головами, которые еще не откололи вандалы. Одним из дорогих подарков султану стал вот этот немецкий фонтан, который для европейца скорее является беседкой с кранами для воды. Эта достопримечательность была построена немецким кайзером Вильгельмом II в 1901 году и стала символом дружбы двух государств. Сооружение изготовили в Германской империи и по частям перевезли в Стамбул, где оно было установлено напротив гробницы султана Ахмеда I. Фонтан выстроен не в византийском стиле. Его крыша опирается на 8 порфировых колонн, а внутри беседки на потолке среди золотых мозаик чередуются вензели Вильгельма II и Абдул-Хамида II. Площадью Султан Ахмед называют не только территорию бывшего византийского ипподрома, но и пространство между Голубой мечетью и Айя Софией. Приезжая в Стамбул, практически все туристы оказываются на ней, делают свои первые фотографии, открыв рот, любуются красотой и не веря, что наконец-то попали в это легендарное место. За 3 дня я была здесь много раз, и, сидя на лавочке возле фонтана, наслаждалась одинаковым счастьем в глазах людей, миллионы национальностей, стран, религий, оттенков кожи. Мы все такие разные, но в эмоциях мы так похожи друг на друга, и это восхитительно.
Лучшим временем для посещения Стамбула считается весна. Я была здесь в конце апреля, и несмотря на нестандартно прохладную погоду, деревья и растения радовали меня своим цветением. Турки очень любят свои парки и устраивают своеобразные соревнования по красоте между ними. Апрель – это месяц цветения тюльпанов. Оказывается, первыми это растение полюбили и сделали своим символом именно в Османской империи, завезя его из Персии. Даже название тюльпан получилось из-за его сходства с тюрбаном, который по-персидски звучит как толибан. С XVI века этот цветок стал символом Турции и Стамбула. Его изображение можно встретить буквально везде в орнаментах и украшениях города. Ну и, конечно, нельзя пройти мимо этого фонтана, который в ночное время подсвечивается, и после долгих прогулок по городу приятно сидеть тут и любоваться игрой света и разнообразием водяных узоров. Кстати, ходить по газонам тут не запрещено. Более того, особо вытаптываемые места засыпают специальным грунтом. Фотографируйся где хочешь. Собор Святой Софии построен на холме, где до 360 года находилось святилище богини плодородия Артемиды. Рассказывает, что тогдашнему императору Юстиниану, тому самому, который устроил массовое побоище на ипподроме, явился ангел с макетом грандиозного храма в руках. И в VI веке был возведен самый гигантский христианский собор мира, названный Айя София, Святая Мудрость, качество, которое приписывают Богу. Именно здесь произошел в 1054 году раскол православной и католической церквей. А с 15 века, после захвата османами Константинополя, церковь была превращена в мечеть. В 1935 году Ататюрк присвоил ей звание музея, и турки начали восстанавливать древний облик храма. Реставрационные работы, судя по стоящим лесам, ведутся до сих пор. Много украшений знаменитого собора было взято из языческих святилищ. Например, на первом этаже стоят 8 зеленых яшмовых колонн из храма Артемиде в Эфесе. Все пространство освещено низко висящими люстрами, которые были добавлены при османах. Если встать под куполом, справа от алтаря можно увидеть выложенную цветным камнем отметку. Это центр мироздания или пуп земли. Именно здесь короновали императоров Византии. А под землей обнаружены захоронения, склепы, подземные переходы в дворец Топкапы, но все это сейчас затоплено. Место, где раньше был алтарь христианского храма, сейчас выглядит вот так. Сверху великолепная мозаика IX века с изображением Девы Марии и младенца Иисуса, которые будто следят за тобой, куда бы ты ни пошел. А под ними находится высокая лестница с трибуной наверху. Это мусульманский минбар, выполненный из мрамора и украшенный резьбой. Он был построен в конце XVI века при султане Мураде III. И еще одно наследие мусульманского периода жизни храма – это михраб XIX века, по обеим сторонам которого установлены бронзовые подсвечники, привезенные султаном Сулейманом Великолепным из Будды. Вот так в соборе Айя София, благодаря его музейному статусу, странным образом сочетаются ислам, христианство и даже немного язычество и буддизм. Вверху по всему периметру храма висят 8 огромных исламских медальонов. Выше них изображены 4 шестикрылых серафима, лица которых замазаны османами многоугольной звездой. Удивительно, но эти великолепные мозаики смогли так хорошо сохраниться только благодаря тому, что были закрашены штукатуркой. Вот что ни говори, а все делается к лучшему. Об этом месте сложено множество легенд у разных народов. Одна из них гласит, что когда в Константинополь ворвались турецкие войска, в церкви укрылось 1000 верующих. Османы проникли в храм, но священник продолжал читать молитву. Уже мечи были наготове, чтобы пронзить старика, но внезапно стена ниши раскрылась и спрятала батюшку. Говорят, что до сих пор слышно в правой части собора, как он нашептывает молитву. А когда храм Святой Софии вновь станет христианским, то священник выйдет из стены и продолжит службу.
Мусульмане тоже полюбили это место в период, когда оно было мечетью. Об этом говорят различные украшения в зале, например, библиотека и 2 мраморные вазы для хранения воды, привезенные в при Мураде III из Бергама. В соборе Святой Софии есть еще одно чудо – плачущая колонна. Говорят, что с XI века она выделяет исцеляющую влагу, и тут можно загадать самое заветное желание. Чтобы оно сбылось, надо засунуть большой палец в отверстие между медными плитами облицовки, ощутить влагу и прокрутить ладонь на 360 градусов, проговаривая свою просьбу к Богу. Видите, в чудодейственность этой процедуры верят даже китайцы. Но самое интересное в соборе Айя София находится на 2-м этаже, куда идешь по вот такой интересной лестнице без ступеней. Так было сделано специально для того, чтобы было проще вносить императрицу на паланкинах в императорское ложе. Между прочим, первая императрица, побывавшая здесь, это жена Юстиниана Феодора. Вокруг ее фигуры ходило очень много слухов. Например, что она была проституткой, совершившей множество абортов и в итоге ставшей бесплодной. Встретив будущего императора, она раскаялась и стала вести благочестивый образ жизни, а ради их свадьбы поменяли законы, запрещавшие знатным господам жениться на бывших актрисах и гетерах. Она участвовала во многих важных политических делах наравне с мужем. Без ее согласия не принималось ни одно серьезное государственное решение. Говорят, что именно благодаря ей Юстиниан справился с восстанием Ника, а не сбежал из дворца. Известно, что в Айя Софии крестилась княгиня Ольга, а после крещения Руси многие русичи и варяги служили в императорской византийской гвардии. Стоя здесь во время скучных длительных богослужений, наши предки царапали надписи в стиле «Здесь был Вася». Сейчас их называют скандинавскими рунами и изучают ученые всего мира. Наиболее древние из них покрыты прозрачным пластиком и считаются одной из охраняемых достопримечательностей. Самая красивая мозаика на хорах, которая обязательно привлекает внимание каждого посетителя, это Иисус, что означает моление. Богоматерь и Иоанн Креститель молят Христа о спасении рода человеческого. Нижняя часть мозаики по преданию разрушена крестоносцами. Напротив нее в полу располагается гробница известного венецианского дожа Энрико Дандоло. В 1204 году этот 97-летний старик возглавил тех самых крестоносцев и захватил Константинополь. Город был разграблен, в том числе во время этого крестового похода была вывезена плащаница, в которую заворачивали тело Иисуса Христа, известное сегодня как Туринское. Энрико Дандоло скончался в Константинополе всего лишь через год, и его похоронили в соборе Святой Софии, но сегодня гробница пуста. После завоевания Стамбула султан Мехмед Фатих II приказал выбросить останки легендарного дожа собакам. Еще одной загадкой этого древнего храма является холодное окно, где даже в самый жаркий день веет прохладный ветерок. Вот какой прекрасный вид открывается из него на голубую мечеть, в которой я побываю позже. А другое окно выходит на Босфор и залив Золотой Рог. Забыла упомянуть, что у входа в собор находится вот такой прекрасный фонтан для омовений. Он построен в настоящем османском стиле, и на нем написано «Мы все созданы из воды». Выйдя из Айя Софии, обхожу ее с правой стороны и попадаю к воротам в дворец Топкапы. Он 400 лет являлся резиденцией султанов Османской империи. 25 повелителей один за другим управляли отсюда государством. В состав Топкапы входят 4 равноправных двора, четко разделенных, но составляющих одно целое. В первый двор ведут ворота повелителя, украшенные мрамором и стихами из Корана. Он назывался двор Янычар и частенько использовался для проведения торжественных дворцовых церемоний. Также здесь было выделено место для казни, а у ворот во второй двор лежали 2 камня назидания, на которые клали головы казненных. Между прочим, палач совмещал должность с обязанностями главного садовника, видимо, для успокоения нервов. Сейчас в этом дворе находится музейная касса дворца. Очередь тут может быть просто огромной, поэтому рекомендую еще в кассе Айя София купить карту на все музеи. Вот список, где она действует и вполне себя окупает.
Итак, в первом дворе все посетители спешивались, привязывали своих коней и шли дальше через ворота Орта-Капе, что в переводе означает «пушечные» или «приветственные ворота», украшенные граненными остроконечными башнями. Между прочим, дворец получил свое название Топкапы, потому что был защищен пушками, топами, новейшим и эффективнейшим оружием того времени. Во втором дворе проводились церемония восхождения султана на трон, церемония вручения священного флага командирам вооруженных экспедиций, отправляющихся в военный поход, и ежеквартальная церемония распределения жалования, которая была одним из самых ярких событий и получила название «Победное заседание». Прием иностранных послов и сановников обычно специально назначался одновременно с ней, чтобы они могли восхититься щедростью султана к своим солдатам и могуществом его войска. Это был своего рода способ продемонстрировать иностранцам силу и богатство Османской империи. Во дворе свободно гуляли павлины, экзотические животные. Тут же стоит фонтан палача, где тот мыл свою саблю после казни. А над двором возвышается башня правосудия, с вершины которой государь осматривал город и наблюдал за заседаниями Государственного совета в здании у ее подножия – диване. В них участвовали великие визири и высшие судьи, которые рассматривали, обсуждали и принимали решения по различным государственным делам и судебным тяжбам. Заседания Государственного совета проходили 4 раза в неделю. Формально султан в них не принимал участия, однако фактически он мог наблюдать за обсуждением через специальное окно на втором этаже и особыми знаками сигнализировать о своем отношении к делу. Здание дивана представляет собой прямоугольное помещение, разделенное перегородками на 3 зала. Первый зал слева предназначался непосредственно для заседаний высшего органа управления Османской империей. Во втором зале оформлялись связанные с заседаниями документы, а в третьем находился кабинет великого визиря и канцелярия. Тут специально нет окон, только резные решетки, чтобы демонстрировать прозрачность правосудия в государстве. Попасть в следующий, третий двор можно через ворота блаженства, вход в который был доступен только избранным. Но я пойду туда через гарем, сквозь ворота карет, названных так из-за того, что, покидая дворец для прогулок, женщины садились тут в закрытые кареты, чтобы никто посторонний не мог их увидеть. Слово «гарем» означает «запретное место», войти куда из мужчин могли только султан, его сыновья и евнухи. Изначально здание гарема находилось за пределами дворца Топкапы, но знаменитая Роксолана настояла на том, чтобы быть поближе к мужу, и Сулейман Великолепный отстроил для нее вот эти хоромы. Также, вопреки традициям, он часто ночевал здесь, а не в покоях дворца, и даже имел свою комнату. Впоследствии другие султаны предпочли жить в гареме. Много внимания уделялось гигиене, и до наших времен сохранилось несколько хамамов и ванных комнат, облицованных редким мрамором и золотом. Все помещения гарема закрыты, и солнечный свет проникает только через отверстия в круглых крышах. Нет ни одного окна, которое выходило бы на улицу. Структура управления гаремом была иерархической, и все подчинялись матери султана Валиде. Проживало тут от 400 до 1600 человек следующих категорий: жены, фаворитки, наложницы, рабыни, а также сестры, дочери и наследники правящего султана. Купленные на невольничьих рынках в возрасте до 14 лет, девушки, попав сюда, получали новое имя, принимали ислам, обучались религиозному почитанию и подчинению, музицировали и занимались шитьем. У любой новенькой был шанс из наложницы превратиться в фаворитку, а затем и в жену, о чем повествует история Роксоланы. Поэтому всех красавиц сначала отбирала мать султана, и именно она решала, кому дать возможность быть представленной государю. Делала она это вот в этой богато украшенной фресками комнате, а султан мог наблюдать за процессом из окна второго этажа.
Те, кто не прошел кастинг, оставались девственными, и по истечении 9 лет жизни в гареме их могли выдать замуж за приближенных султана, что считалось очень большой честью. Избранные же счастливицы танцевали вечерами для своего господина, а он обозначал свое расположение небольшим подарком, получив который, девушка понимала, что он ждет ее этой ночью. Пройдя по так называемому «золотому пути в покое султана», она должна была ползти к его кровати, целуя ковер и радуясь своей судьбе. Эта роскошная комната служила как раз личными покоями одного из султанов Мурада III. Правда, сейчас не очень понятно, как все это было устроено и зачем тут установлено 2 подиума, будто для кровати или для тронов. В этой части гарема, где жил повелитель, также находится самое красивое помещение дворца – тронный зал. Тут проходили празднования свадеб, дней рождения, других важных личных событий огромной султанской семьи. Наложницы, которым удавалось забеременеть от султана, получали особый статус – игбал, который сопровождался возможностью держать служанок и жить в отдельных апартаментах внутри гарема. Перейти в такую категорию было чрезвычайно сложно, так как царившие в гареме жестокие нравы и конкуренция среди обитательниц зачастую приводили к тому, что девушка либо ее ребенок оказывались отравлены. В случае же успешных родов мать детей султана переезжала в комнаты, окна которых выходили вот в этот двор фавориток, и могла хотя бы издалека любоваться видами на город, купаться в бассейне и радоваться жизни, пока жив ее повелитель. Интересно, что каждая женщина тут получала зарплату в зависимости от своего статуса. Жены и родственницы султана имели возможность уезжать в город и даже сопровождать султана в военных походах. После смерти султана весь его гарем переезжал в здание на площади Баязид, и помещения заселялись новыми жительницами, и начиналась новая история. Выйдя из гарема, я попала в 3-й двор дворца Топкапы-Эндерун. Никто не мог проходить сюда без разрешения султана. Даже великий визирь удостаивался этой чести только по определенным дням и в особых случаях. Прямо за вратами блаженства находится зал аудиенции, где обычно султан принимал Государственный совет и послов иностранных государств. Внешне он выделяется 22 колоннами, придающими ощущение легкости конструкции. Вообще в 3-м и в 4-м дворе большинство построек представляют собой отдельные павильоны, каждый из которых имел свое предназначение. Например, вот это здание служило библиотекой дворцовой школы для юношей и построено в XVIII веке султаном Ахмедом III. Благодаря инсталляциям можно живо представить, как здесь проходило обучение. Книги в то время были большой ценностью, и каждая могла стоить целое состояние. Образование могли позволить единицы, но султаны заботились о подготовке управленческих кадров для своей империи и выделяли большие средства на школу Эндерун. Главное достояние Османской империи хранилось и сейчас экспонируется в павильоне Хас, сокровищнице святых реликвий. Фотографировать здесь нельзя, поэтому у меня получилось сделать всего лишь несколько снимков. Перечислю основные экспонаты. Это кинжал Топкапы с золотыми часами в рукоятке, на которых выставляли время убийства, совершаемого им. Алмаз ложечника весом 86 карат, приносивший мистическую смерть своим владельцам. Зуб, волосы и оружие пророка Мухаммеда. Посох Моисея, десница Иоанна Крестителя, чалма пророка Иосифа, позолоченная защитная оправа для священного черного камня весом 14 кг и многое другое. Большая часть реликвий, конечно, скорее известна и почитаема в мусульманском мире, а на русском языке тяжело найти их описание. Но если вам интересно, напишите в комментариях, и я попробую сделать отдельное видео об этом. Из сокровищницы я иду к золотому бассейну, вокруг которого расположились еще 4 павильона. Один из них предназначался для церемонии обрезания сыновей султана. Большинство этих детей были обречены на смерть, согласно закону Фатиха, по которому наследник Османского престола имел право убить всех других претендентов во избежание войн и смут.
В живых могли оставить только по малолетству, и то до момента, пока у султана появятся собственные сыновья. Рядом с залом обрезания начинается мраморная терраса Софаи Хомаюн, которая выходит на бухту Золотой Рог. Отсюда открывается самый узнаваемый вид на Галатскую башню со стамбульских открыток. В центре террасы открытая беседка, павильон Эфтарие, с золоченым куполом на 4 тонких колоннах темного цвета. Он предназначался для трапезы султана после захода солнца в месяц Рамазан, и поэтому получил прозвище «Лунное место». Рядом находится Багдадский павильон, самая крупная постройка на этой террасе, созданная в честь захвата Багдада Мурадом IV. Внутреннее убранство этого помещения и ереванского павильона, как по мне, очень похожи. В витражах использовано муранское стекло, полы устланы персидскими коврами, стены практически полностью покрыты керамической плиткой с изящными узорами, а вся отделка выполнена из цветного мрамора, золота, перламутра и слоновой кости. У подножия багдадского павильона разбит сад тюльпанов с фонтаном посередине. Весной он потрясающе красив, и можно тут отдохнуть и полюбоваться цветами. Отсюда по ажурной мостовой, мимо сада в версальском стиле, я иду в дальнюю часть дворца с видом на Босфор. Тут находится небольшая мечеть, несколько павильонов и смотровая площадка за киоском медицины. Пока мы любуемся красотами Босфора, расскажу еще одну жуткую историю Топкапы. Этот дворец служил не только местом казни, но и тюрьмой для претендентов на трон. Так султан Ибрагим I 22 года провел в клетке в полной изоляции, но его брат умер, и неожиданно для всех он стал султаном. Абсолютно необразованный, дикий человек стал предаваться удовольствиям, которых был лишен в заточении, о его оргиях и извращениях слагали легенды. Однажды, заподозрив гарем в измене, он приказал вывести всех женщин, посадить на лодку, засунуть каждую в мешок и выбросить в море. Рыбак, нырнувший на следующий день в глубины Босфора в поисках жемчуга, увидел сотни колыхающихся трупов под водой и сошел с ума. Вот такие загадочные и страшные события происходили здесь, в центре Великой Османской империи, державшей в страхе повиновения огромной территории и внушавшей ужас всей Европе в течение практически полтысячелетия. Заканчивая экскурсию по дворцу Топкапы, я выхожу обратно через третий и второй двор, а в первом дворе поворачиваю направо к церкви Святой Ирины. Обычно ее игнорируют уставшие туристы, но на самом деле она заслуживает внимания не меньше Айя Софии, так как является одним из самых ранних христианских храмов Константинополя, сохранившихся до наших дней. Именно эта церковь была основной и самой посещаемой до строительства Айя Софии. Она построена на месте древнего храма Афродиты, и в ней даже проводился Второй Вселенский собор. К сожалению, первоначальная постройка сгорела в VI веке, но зато вновь отстроенное здание не подвергалось трансформации в мечеть при османах, а использовалось как оружейный склад. Это позволило церкви сохранить ее христианский облик, хотя и сейчас ее основными посетителями являются голуби, которых здесь так много, что даже натянули сетку, чтобы защитить туристов от их экскрементов. Лично меня восхитила нетронутость и даже некоторая запущенность этого места, потому что здесь возникает ощущение связи с древним христианством. Представляешь, как люди в длинных сверкающих одеждах Средневековья приходили сюда молиться и познавать Иисуса Христа. Редко кто тратит свое время на посещение археологического музея Стамбула, а я рекомендую вам это сделать, поскольку он хранит много экспонатов древних эпох. Ведь город стоит на месте, где тысячелетиями селились разные народы, и также сюда свозили уникальные находки со всей Турции. Например, тут выставлены фрагменты облицовки знаменитых ворот Иштар,
из легендарного Вавилона. Но наибольшее внимание посетителей привлекают многочисленные саркофаги различных времен, форм и культур. Так, одни из них, найденные в конце XIX века в царском некрополе в Ливанском Сидоне, по-видимому, принадлежат одной финикийской династии IV века до нашей эры и являются крупнейшей находкой классической археологии. Похороненные в двух подземных склепах, саркофаги были настолько хорошо изолированы от внешней влаги, что на них отчасти даже сохранилась подлинная многоцветная роспись. Мне же больше всего понравился саркофаг Сидомара III века нашей эры, пышное оформление которого было свойственно Малой Азии. Название он получил по имени небольшого древнего города, в котором был найден. Предположительно, главным центром производства подобных саркофагов была Лидия. Он стал одним из первых в римском искусстве фигуративных саркофагов, в котором скульптурные фигуры разделены столбцами и вставлены в небольшие апидулы, изображенные на заднем плане. В музее встречаются не только гробы, но и, как видите, останки людей, захороненные прямо в полу здания, по которым ходят миллионы ног. И это меня все-таки немного смутило. Еще существует легенда, что в этом археологическом музее содержится саркофаг Александра Македонского, но я, к сожалению, так торопилась, что его не нашла, а потом прочитала, что за него выдают саркофаг одного из полководцев знаменитого правителя. Итак, я прошла более половины своего маршрута и сейчас около 3 часов дня, самое время подкрепиться. Это можно сделать на шумной улице Аль-Мдар. Тут среди немногочисленных древних зданий построено множество торговых точек и разного уровня ресторанчиков. Здесь есть и семейные заведения, где пекут прямо при тебе настоящие турецкие лепешки и готовят вкуснейший кебаб, а есть бистро, где можно быстро и вкусно перекусить. Главное, увлеченно выбирая, где поесть, не забывайте о трамваях, которые ходят тут в паре сантиметров от тротуара на огромной скорости. Мне вот интересно, как часто туристы попадают под их колеса. Так и не зевайте. Ну а на десерт можно купить особенное турецкое мороженое, которое, в отличие от нашего, очень тянется за счет кондитерской мастики и муки из клубней орхидей. Пользуясь этим, продавцы устраивают целое забавное шоу для туристов, дразня и играя с ними в игру «Попробуй отбери». Утолив голод, рекомендую пойти на неспешную прогулку в парк Гульхане, что в переводе с персидского означает «дом роз». В период Османской империи здесь были внешние сады дворца Топкапы, закрытые для посещения простолюдинам. Тут прогуливались султан и его приближенные, любуясь цветами и слушая пение птиц. Возможно, именно здесь, боясь лишних ушей, обсуждались важные дела одного из самых крупных государств. У южного входа в парк стоит киоск «Алай». Когда-то отсюда султан смотрел на город, а с 2011 года он является частью литературного музея-библиотеки. В северной же части стоит 18-метровая готская колонна, воздвигнутая в III-IV веках в честь победы римских императоров над готами. Это древнейший памятник римской архитектуре в Стамбуле, дошедший до наших дней. Как и во дворце, в парке было множество фонтанов, необходимых для создания влажной среды для роста растений. Сейчас их тоже много, и все очень разные. Вот, например, такая стена с текстом и мраморный фонтан в классическом стиле. А этот в виде книги, где вода перелистывает страницы, меня заинтересовал еще, когда я готовилась к поездке. Интересно, что многие блогеры пишут, что он символизирует Коран, но на самом деле там написано: «Добро пожаловать в сад цветов и роз Гульхане», который на протяжении веков служит внешним садом дворца Топкапы. Пока наслаждаемся красотами парка, расскажу вам о своих впечатлениях от Стамбула. Когда я ехала сюда одна, девушка, блондинка, в мусульманскую страну, меня все отговаривали.
И, конечно, я сама всего боялась и старалась соблюдать осторожность, держать деньги и документы в разных местах, быть в номере до темноты и не ходить по безлюдным улицам. Но в итоге мне показалось, что все мои предосторожности напрасны. Люди здесь очень доброжелательны и скорее хотели помочь, чем что-то плохое. В конце третьего дня я даже рискнула покушать в заведениях, где явно сидели только местные, и которые по приезду я обходила стороной, чтобы не привлекать к себе внимания. Гуляя по парку, больше всего поражает высота деревьев, которые растут здесь еще с 1800 года. Их кроны стали пристанищем огромного количества птиц, а самые крупные из них напомнили мне доисторических птеродактилей. Вообще в Стамбуле очень любят животных. Для кошек в каждом магазине стоят миски с едой и водой, а бездомные собаки свободно гуляют по улицам, и никто их не боится. Упирается парк прямо в соединение пролива Босфор и залива Золотой Рог. Здесь можно выйти на набережную и полюбоваться на азиатскую часть. Это очень красиво. Но задерживаться я тут не буду, поскольку меня ждут еще несколько достопримечательностей, и одна из них – цистерна-базилика. Возвращаюсь назад через парк на улицу Алемдар, где я обедала, и по ней вдоль трамвайных путей иду ко входу в Еребатан-сарай, так цистерна называется на местном языке. Ее посещение не входит в музейную карту, поскольку, как я поняла, она является частным владением. Платить тут можно только наличными, карты они не принимают. Тут всегда царит полумрак и сильная влажность. Все подсвечено разноцветными огнями, и ряды колонн в огромном пространстве создают ощущение зеркального лабиринта. Система водоснабжения Константинополя, а потом уже и Стамбула, была сложнейшим инженерным сооружением и создавалась еще византийцами. Пресная вода бралась из источников Белградского леса, расположенного за 19 километров от города. Благодаря определенному углу наклона она поступала по акведукам в 13 подземных хранилищ, где собиралась и обеспечивала население жизненной влагой во времена самых сложных осад. До наших времен сохранился акведук Валента, а самое известное водохранилище – это и есть цистерна-базилика. Сейчас оно практически осушено, и туристы могут любоваться на древнегреческие колонны с различными изображениями. Скорее всего, когда-то они украшали языческие храмы города Византии, а после их разрушения и строительства Константинополя были использованы здесь в качестве опор цистерны. Также тут можно почувствовать себя восточной принцессой в объятиях принца или турецким султаном с семьей и, облачаясь в традиционные одежды, сделать снимок на память. Изо всех подобных площадок в Стамбуле это мне показалось самой антуражной. Ну что ж, если выйдя из цистерны базилики у вас на часах не позднее 3:30 дня, то вы по дороге к музею мозаики Большого Византийского дворца можете успеть, как и я, зайти в мавзолей султана Ахмета I, ставший последним пристанищем ему самому и более чем 30 его потомкам. Что приятно, вход сюда бесплатный, но закрывается здание в 16:30. Между прочим, именно по велению этого султана Ахмета I, умершего в возрасте 28 лет от цепного тифа, была построена Голубая мечеть, конечная точка нашего маршрута. Мне же запомнилось это здание потрясающей красоты потолком, искусно расписанным и инкрустированным изумительными голубыми плитками. Глядя на карту, создается ощущение, что логичнее теперь пойти в творение Ахмеда I «Голубую мечеть». Однако она открыта допоздна, а вот музей мозаики Большого Константинопольского дворца работает ограниченно, поэтому сначала я зайду туда. Его посещение входит в стоимость музейной карты, и более того, в случае больших очередей я рекомендую вам покупать эту карту здесь, поскольку народу тут всегда немного. Как я говорила в начале этого видео, Большой Константинопольский дворец занимал огромную территорию от древнего ипподрома до Босфора. Во времена Османской империи он был полностью разрушен, а на его месте построили Голубую мечеть и другие здания. Только в 30-х годах 20 века начались исследования в районе Султана Ахмед и обнаружены 2000 квадратных метров мозаики, служившей украшением величественного дворца и его портика в крытой галерее.
Эта находка и легла в основу Стамбульского музея, причем открыть его было решено прямо здесь, на месте археологических раскопок. Бережно, по крупиночке специалисты собирали эти картины. Мозаика оживляет сцены тех времен. Кто-то доит корову или кормит осла, пасет гусей или летит вверх ногами из-за того, что его легнула лошадь. Кроме этого, довольно часто встречаются изображения древних мифических и экзотических животных, например, таких как грифон, пожирающий ящера. Кстати, возраст экспонатов музея 1500 лет, и он гораздо солиднее всемирно известных мозаик, представленных в Айя Софии и церкви Хора. Закончив осмотр экспозиции музея мозаики, через небольшой и очень красивый базарчик можно попасть в конечную точку моего маршрута – Голубую мечеть. Это легендарное место в Стамбуле, о котором вы наверняка слышали. Сегодня туристы могут свободно войти в мечеть через отдельный вход, поскольку место для молящихся огорожено от любопытствующих. Для этого нужно обязательно снять обувь и надеть закрытую одежду. На входе висят картинки требования к внешнему виду и дают пакеты для обуви и голубые накидки. Просто одеть бахилы на обувь нельзя, поскольку дело не только в чистоте, а еще в уважении к этому месту. Двор Голубой мечети имеет такой же размер, как и сама мечеть. Его стены украшены аркадами, а в самом центре находится традиционный фонтан для омовений. Голубая мечеть строилась в составе огромного архитектурного комплекса, в который вошли медресе, больница, благотворительные заведения, кухня, караван-сарай. В XIX столетии больница и караван-сарай были разрушены, но и сейчас ее размеры потрясают, хотя посетителей, конечно, пускают не везде, но можно на макете увидеть все строение. Внутренняя отделка поражает своим богатством и великолепием. Ее можно также назвать разноцветной, ведь в оформлении использованы не только голубые и белые цвета, но очень много росписи золотом и красно-черной вязи на стенах. В узорах мечети преобладают растительные мотивы – традиционные лилии, гвоздики и розы, а также орнаменты различных цветов на белом фоне. Внутри мечеть хорошо освещена. Стена, которая поворачивается во время молитвы, украшена витражными окнами, которые ранее были выполнены венецианскими мастерами, но, к сожалению, время и различные катаклизмы были беспощадны, и сегодня они заменены. Она построена по приказу султана Ахмеда I, в результате чего была названа в его честь Ахмедийо или Султан Ахмед. Ахмеду I долгое время не удавалось выиграть ни одной войны, и Турция стала сдавать свои позиции. Чтобы снискать Божью милость, султан начал строительство всей своей жизни. По легенде, султан приказал построить стандартное количество золотых минаретов, но на турецком это звучит как алтын, поэтому говорят, что архитектор что-то напутал и сделал 6 минаретов, что звучит по-турецки «алты». Когда строительство мечети было завершено в 1616 году, оказалось, что величайшая святыня исламского мира, мечеть Машид Аль-Харам в Мекке, теперь сравнялась по количеству минаретов с мечетью Султан Ахмед. Разразился огромный скандал, и чтобы уладить дело миром, Султан Ахмед послал в Мекку своего личного архитектора, чтобы он достроил 6 и 7 минареты, и тем самым главная мечеть сохранила свое превосходство. Поговаривают, и я склонна этому верить, что вся эта многоходовочка была провернута специально, чтобы получить больше внимания и признания в исламском мире того времени. Ну что ж, уже вечер, садится солнце, и мой маршрут закончен. Но в качестве бонуса хочу показать вам место, где я встретила закат. Это набережная Мраморного моря, в которое впадает пролив Босфор. Пройти сюда можно по уютному туристическому кварталу, в котором я бы рекомендовала искать место для жилья в Стамбуле. Тут тихо, чисто, спокойно и как-то по-европейски. Еще тут есть несколько неплохих ресторанов с видом на море, где тоже можно хорошо провести время. Раньше с этой стороны стояли огромные стены, защищавшие Константинополь от нападения с воды.
До наших времен остались их руины, доступ к которым абсолютно свободен. Тут можно прогуляться и почувствовать дух истории без толп туристов. А дальше я перехожу дорогу и попадаю на красивую пешеходную трассу вдоль моря, где местные занимаются спортом, общаются с друзьями, выгуливают детей и собак. Здесь можно выдохнуть, вдохнуть свежий морской бриз и замедлиться, любуясь на наш прекрасный мир. Если вам понравился мой видеомаршрут по Стамбулу, поддержите меня лайком и подпиской. В описании к видео я укажу отели, рестораны, гидов, а также другую полезную информацию, которую я собрала при подготовке к поездке и могу со всей ответственностью вам рекомендовать. Пользуйтесь с удовольствием, путешествуйте и присоединяйтесь ко мне в следующих прогулках.